Привет, любители профессионалы! Сегодня я покажу вам свой небольшой лайфхак о том, как легко разметить уровень небольшого навеса даже в яркую солнечную погоду. Использовать сегодня мы будем вот такой недорогой китайский прибор с зеленым лучом. Лайфхак буду показывать непосредственно на объекте, но для тех, кто любит цифры, продублирую еще на лужайке во дворе. Сейчас мы с вами двигаемся на объект, пересекаем Западную Двину по последнему белорусскому мосту. Захотите поплыть направо, попадете в Европу, ну а нам надо налево, вон в те живописные места, в небольшой дачный поселок. Итак, ребята, мы с вами уже на объекте. Заказчик подготовился и самостоятельно установил столбы. Ну а нам с вами предстоит отбить уровень на круглом и ржавом, что для нас абсолютно не помеха. Поэтому мы просто собираем прибор, устанавливаем батарею, я надеюсь, она заряжена, потому что я не заряжал ее практически месяц. И сейчас нам очень пригодится вот такой магнитный держатель. Да, ребята, в приборе и причиндалах много недорогого пластика, но стараюсь пользоваться им аккуратно, поэтому пока без нареканий. И вот, наконец, прибор закреплен на столбе, ну а магниты даже на ржавчине держат идеально. Итак, настало время самого лайфхака, мы просто достаем из кармана мобильный телефон. И не торопитесь переключать, здесь не будет никакой фронтальной камеры. Я просто использую выключенный экран, даже при таком ярком солнце, как обыкновенную ловушку. Как видите, я уже разметил уровень, а теперь пытаюсь просто камерой поймать вам луч, чтобы вы наглядно увидели, что это легко и просто. Ну вот он, наш долгожданный зеленый лучик. Как видите, его даже отлично видно, хотя солнце светит прямо в телефон. Еще раз покручу немного и поработаю камерой, чтобы вы видели отчетливо этот самый луч. Кстати, совсем забыл сказать про расстояние. Итак, здесь расстояние между столбами по центрам 4 метра 85 сантиметров. И я думаю, легко разглядеть луч здесь можно даже при зрении минус 8 на оба глаза. Поэтому дальше также легко и быстро отбиваем уровень на всех 8 столбах. И, кстати, в самой дальней точке, по диагонали, которая составляет около 12 метров на последнем столбе, наш луч увеличивается в толщине где-то до 2-3 миллиметров, что для меня тоже не является критичным. Ну а ловушкой телефоном для лайфхака выступает самая бюджетная противоударная модель, как видите, с довольно заюзанным экраном. Итак, спустя час все 8 столбов подрезаны, лага легла идеально, без зазоров. Поэтому дальше накидываем фермы, ролик про их изготовление есть у меня на канале. Немного аутентичных белорусских деревянных лестниц в кадре, высотные работы, и вот уже наш навес готов. Ну а для тех ребят, кто не въехал или думает какой-то подвох в кадре, сейчас перемещаемся на лужайку возле дома, разбиваем наши столбы через 5 метров и пробуем это все еще раз прямо на пекущем белорусском солнце. Телефон будем использовать тот же, это проверено годами, весь в шрамах, боевой товарищ. Разметка, я думаю, не займет большое количество времени, просто возьмем обрезки профильной трубы и вобьем их в землю, испортив газон. Итак, первый столб устанавливаем на расстоянии 5 метров, и я думаю, в пасмурную погоду луч будет легко видно на профильной трубе, даже без всякого телефона. Но мы, ребят, с вами дождемся обязательно солнца. Второй столб устанавливаем на расстоянии 10 метров. Ну а третий воткнуть у нас не получится, поэтому ориентиром будет служить машина на расстоянии 14 копейками метров. Итак, дальше по обыкновению собираем нашего китайского друга в кучу. Закрепляем с помощью магнитного держателя на профильной трубе. Выставляем в уровень, чтобы не пищал родимый. И, кстати, хочу заметить, ребята, что сенсорные кнопки на нем легко переключаются даже в перчатках. Включаем режим работы 2 горизонтальных и 1 вертикального луча. И бежим к нашему первому столбу, напомню еще раз, установленному на расстоянии 5 метров. Прикладываем телефон, и, как видите, луч виден просто идеально. Видно перекрестие, видно все, что необходимо, чтобы разметить этот самый уровень. Да, надо немного покрутить телефон, но все это я делаю, чтобы вам было просто хорошо видно на камеру, потому что человеческий глаз видит это гораздо лучше. Да, все отлично, но где же солнце, спросите вы? Ведь на улице довольно пасмурная погода, судя по картинке. Но, ребят, тучи разгонять я не умею, поэтому пока что обойдемся такой картинкой. А как только выглянет солнце, я покажу вам это еще раз. Ну а пока переходим к отметке 10 метров и пытаемся поймать луч уже на этом расстоянии. Как видим, солнышко потихоньку выглядывает, но это нисколько не мешает нам поймать зеленый лучик и разметить уровень и на этом столбе.
Я думаю, ребята, мне удалось поймать камерой этот самый луч, и спорить здесь никто не будет. Хотя, честно говоря, удивляюсь человеческому глазу, который видит это все гораздо лучше, чем камера. Что касается 15 метров, вернее 14,5, которые были ровно до машины, то мой способ легко справился и даже с этим расстоянием. Ну а больше, честно говоря, мне и не надо. Заборы я размечаю по тому же принципу, где-то по 10-15 метров. А если вам надо гораздо больше расстояния, то, конечно, тогда не лайфхаки, а деньги и покупка приемника. Ну а в конце, как и обещал, вот так выглядит разметочный луч на расстоянии 5 метров при солнечной погоде. По-моему, просто идеально. Итак, как видите, самый дешевый китайский уровень на рынке работает вполне пригодно. Ну а вы попробуйте мой лайфхак со своим телефоном и обязательно напишите, что у вас получилось. Ну а на сегодня, ребята, все. Дальше на канале будет еще больше нужных лайфхаков. Кому понравилось, ставим лайки, дизлайки. Дальше, как обычно, прямые руки вам в помощь. Всем удачи, здоровья, прорвемся.